В наши дни из-за загрязнения атмосферы в городах многие из нас лишены возможности наслаждаться красотой мерцания звездного неба. Если бы ночное небо всегда было таким беззвездным, мы, наверное, никогда бы не заинтересовались размером и строением космоса и не предприняли попытки установить связь с внеземными цивилизациями. Но вдали от огней города небо такое же, каким его видели наши предки, усыпанное звездами и таящее в себе множество тайн и загадок. В течение тысячелетий наши предки поклонялись небесным богам, стремясь понять связь между звездами и нами. В культурах разных народов звездные точки соединялись в геометрические фигуры, отождествляемые с силуэтами мифических героев. В греческих знаниях об устройстве неба 4 яркие звезды образуют фигуру легендарного охотника Ориона, а прямая линия из 3 звезд символизирует его пояс. В Индии это был воин Сканда, сын Шивы. Для индейского племени Тева Орион олицетворял героя по имени Длинный пояс, который привел свой народ к свободе. В египетской мифологии Орион был домом бога Осириса, повелителя загробного мира. Его жена Исида была самой яркой звездой небосклона – Сириусом. Задолго до изобретения телескопов и появления современной астрономии наши предки видели вырисовывающиеся на звездном небе образы. С давних времен люди задумываются о существовании иных населенных миров. Это часть нашей человеческой природы, наша потребность в общении, необходимость осмыслить происходящее в космосе и желание найти другую, разумную жизнь среди звезд. Поиск жизни во Вселенной. Наш поиск жизни во Вселенной начнется с планет, вращающихся вокруг Солнца. Мы исследуем эти внеземные миры на предмет наличия признаков существующей или некогда существовавшей жизни и узнаем, почему Земля является самой обитаемой планетой в Солнечной системе. Вокруг Солнца вращаются планеты вместе со своими спутниками, но только на единственной планете существует разумная жизнь. Почему в других мирах жизнь не способна развиваться и что они могут нам рассказать о благоприятных условиях для ее развития? Нептун – самая удаленная планета среди газовых гигантов нашей Солнечной системы. Эта планета богата метаном и содержит молекулы, необходимые для зарождения жизни. Однако они находятся в состоянии глубокой заморозки без солнечной энергии, способной наполнить их жизнью. Отличительной особенностью Урана является то, что эта планета вращается вокруг Солнца, перекатываясь сбоку на бок, в результате чего у Урана очень холодная атмосфера, что делает невозможным развитие жизни. Знаменитые кольца Сатурна поражают своим великолепием и огромными размерами. Их ширина составляет более 175 тысяч километров. Кольца у Сатурна не сплошные, а состоят из миллиардов кусков льда и покрытых льдом каменистых тел размером от мелкой гальки до громадных валунов. В отличие от колец других планет, кольца Сатурна очень яркие. Их происхождение до сих пор остается загадкой. Возможно, они возникли при разрушении некогда существовавшего спутника планеты. Вероятно, самым удаленным местом в Солнечной системе, где могла бы существовать жизнь, является огромный спутник Сатурна – Титан. Пролетев сквозь густой туман из азота, метана и аммиака, посадочный аппарат «Гюйгенс» совершил успешную посадку на его поверхность. У Титана есть атмосфера и химические соединения, необходимые для жизни. Однако из-за нехватки солнечной энергии жизнь здесь не может развиваться.
Солнечная энергия увеличивается по мере того, как мы приближаемся к газовому гиганту Юпитеру. Юпитер обладает собственной энергией, высвобождающейся в процессе медленного сжатия планеты. Но даже с этим источником тепла развитие жизни на Юпитере маловероятно ввиду высокой токсичности атмосферы. Но, может быть, жизнь приютилась на больших галилеевых спутниках Юпитера? Ио известен своей бурной геологической активностью. Здесь практически непрерывно происходит извержение, выбрасывающее вещество на сотни километров, постоянно покрывая поверхность спутника свежей лавой. Столь экстремальные условия делают развитие жизни на этом спутнике маловероятным. Эти длинные линии являются следами разломов ледяной поверхности спутника Юпитера Европы. Весьма вероятно, что под толстой ледяной корой спутника находится водный океан, в котором могут существовать примитивные формы жизни. В скором будущем к Европе отправится космический аппарат, который подробно изучит этот спутник и откроет его тайны. Поверхность еще одного спутника Юпитера Ганимеда испещрена ударными кратерами и длинными параллельными бороздами с глубокими впадинами. По мнению ученых, в этих впадинах под толстым слоем льда скрывается глубокий океан, который может быть еще одним перспективным местом для поиска примитивных форм жизни. Один из 4 крупнейших спутников Юпитера, Каллиста, обладает самой древней поверхностью. Несмотря на то, что этот спутник находится вне зоны действия радиационного пояса Юпитера и геологически стабилен, существование жизни на нем ставится под сомнение. В 1994 году раздробленная комета упала на Юпитер. В результате столкновения была высвобождена энергия, равная энергии 1000 атомных бомб. Падение хотя бы одного осколка раздробленной кометы могло привести к серьезной катастрофе на Земле. Но сильное гравитационное притяжение Юпитера захватило их, защитив тем самым внутреннюю Солнечную систему. Для развития жизни может потребоваться, чтобы во внешней Солнечной системе существовала такая планета-гигант, как Юпитер, способная защитить внутренние планеты от опасных столкновений. Красная планета Марс находится за внешней границей обитаемой зоны. Из-за низкого давления вода не может существовать в жидком состоянии на его поверхности. Древние русла высохших рек указывают на то, что когда-то в прошлом на Марсе существовала вода в жидком виде и атмосфера, схожая с земной. Возможно, здесь когда-то развивалась жизнь, но сегодня сухой и холодный Марс уже не может поддерживать ее существование. Венера находится на внутренней границе обитаемой зоны. Ее называют сестрой Земли, потому что обе планеты имеют схожие размеры, составы и силу тяжести. В период с 1966 по 1985 годы к Венере было запущено 14 советских автоматических станций, 8 из которых совершили посадку и выполнили ряд исследований. Из всех планет Солнечной системы Венера по размерам и структуре больше всего похожа на Землю. Однако вследствие высоких температур и давления жизнь на Венере маловероятна. Ближайшая к Солнцу планета Меркурий – это крошечный пустынный мир, покрытый ударными кратерами и скалами, образовавшимися, когда молодое ядро остывало и сжималось. Меркурий находится слишком близко к Солнцу, чтобы быть обитаемой планетой. Жизнь здесь не может развиваться. Кометы могут приблизиться к Солнцу ближе, чем Меркурий. Миллионы комет обитают на далеких окраинах Солнечной системы, образуя так называемое облако Оорта. Хвост кометы, когда она близко подлетает к Солнцу, может растянуться на миллионы километров. При этом диаметр ее ядра составляет всего несколько десятков километров.
Возможно, кометы принесли воду и углеродные соединения на молодую Землю, способствуя тем самым возникновению жизни. Обладая запасами ядерного горючего еще на 10 миллиардов лет, наше Солнце является идеальным местом для планет, содержащих жизнь. В поисках обитаемых миров нам следует присмотреться к другим, похожим на наше Солнце, звездам. Наша Солнечная система — это крошечная часть галактики Млечный Путь, огромной системы из сотен миллиардов звезд и сотен звездных скоплений. Солнце расположено далеко от ядра галактики, в промежутке между двумя спиральными рукавами. В этой области звезды находятся далеко друг от друга и редко двигаются достаточно близко, чтобы вытеснить кометы или нарушить формирование планет. Мы живем в относительно спокойном месте галактики, имеющей активное ядро и спиральные рукава, в которых идет бурный процесс звездообразования. Галактики объединяются в кластеры и суперкластеры. Млечный Путь — это одна из сотен миллиардов галактик, разбросанных во Вселенной. Почти все галактики во Вселенной разбегаются друг от друга. Чтобы понять историю развития Вселенной и узнать, когда и где могла возникнуть жизнь, нам нужно проследить движение галактик назад во времени и определить, когда энергия и вещество были в одном месте в одно время. Почти 14 миллиардов лет назад все, что мы видим сегодня, было сосредоточено в однородной изотропной среде с необычайно высокой плотностью энергии, температурой и давлением. Внезапно появился гигантский огненный шар, первичный сгусток энергии, который получил название «Большой взрыв», создавший время и пространство. В период расширения и охлаждения Вселенной наступил критический момент, когда истинно элементарные частицы смогли объединиться в вещество, состоящее в основном из водорода и небольшого количества гелия в стабильных ядрах атомов из протонов, нейтронов и электронов. Через сотни миллионов лет эти огромные облака газа под действием собственных гравитационных сил начали сжиматься, выделяя при этом огромное количество энергии и тепла и формируя то, что вскоре станет звездами. Эти новорожденные звезды заполнили Вселенную светом и запустили процесс слияния тяжелых элементов, необходимых для жизни. Сжимающиеся газовые облака не только зажгли первые звезды, но и сформировали галактики из звезд, связанные друг с другом силами гравитации. Эллиптические галактики могут содержать триллионы звезд. У подобных галактик практически нет газа и пыли, необходимых для дальнейшего звездообразования. Спиральные галактики названы так, потому что имеют внутри диска яркие рукава звездного происхождения. Подобные звездные системы содержат десятки и даже сотни миллиардов звезд с обширными участками, на которых из огромных облаков газа и пыли конденсируются новые звезды. В молодых звездах наблюдается более высокое содержание тяжелых элементов, необходимых для развития жизни. Галактики имеют тенденцию объединяться в группы, сближаясь и сталкиваясь друг с другом. Внутри галактик звезды находятся так далеко друг от друга, что вероятность их столкновения очень мала, и процесс развития любых форм жизни может протекать беспрерывно. Наконец, мы приближаемся к нашей родной галактике Млечный Путь. В спиральных рукавах Млечного Пути находятся молодые голубые звезды, смешанные с облаками газа и пыли. Это область с высокой концентрацией тяжелых элементов, но, возможно, жизнь здесь еще не успела зародиться или находится на самых ранних стадиях развития. В галактике Млечный Путь мы можем наблюдать звезды в момент рождения и смерти, открывая загадки прошлого и будущего нашей Солнечной системы. Также мы можем узнать, когда звезды создают химические и строительные блоки жизни. Находящаяся в созвездии Стрельца туманность Трифид предоставляет замечательный портрет процесса формирования звезд из облаков газа и пыли.
Наша область галактики имеет много таких звездных рассадников. Подобные места поражают своим великолепием, но, вероятно, они слишком молоды для развития жизни. Наше Солнце сформировалось из подобного облака 5 миллиардов лет назад. В туманности Орла расположены огромные столбы пыли и газа, которые служат коконом для зарождающихся звезд. Здесь также можно наблюдать молодые звезды, сформировавшиеся из облаков туманности. Внутри близлежащей туманности Ориона мы видим красноватое свечение, вызванное излучением водорода. Зеленоватый оттенок туманности обусловлен наличием кислорода, появившегося с помощью раннего поколения звезд и являющегося теперь частью рождающихся в туманности солнечных систем. Реакции термоядерного синтеза, протекавшие в первых поколениях звезд, сформировали химические элементы, необходимые для образования планет и развития жизни. Продвигаясь дальше вглубь туманности, мы приближаемся к вращающемуся диску из пыли и газа. Это протозвезда. Подобные протозвезды состоят из медленно нагревающегося газообразного шара, который впоследствии превратится в новую звезду, с газопылевой оболочкой в виде вращающегося диска, из которой когда-нибудь могут образоваться планеты. Звезда вырабатывает энергию путем слияния ядер водорода, приводящего к образованию гелия, а затем слияния гелия с более тяжелыми элементами. Когда водород заканчивается, звезда начинает разрушаться и умирать. Одна из таких звезд, носящая название Эта Карина, находится на последнем этапе своей эволюции и, вероятно, вскоре закончит свое существование в катастрофическом взрывном процессе – вспышке сверхновой. Когда такая массивная звезда, как Эта Карина, исчерпывает свой водород, запускается необратимый процесс разрушения. Звезда начинает коллапсировать под действием собственного гравитационного притяжения, и в конце концов она буквально разрывается на части. При таком взрыве внешние части звезды разлетаются во все стороны, а ядро сжимается в быстро вращающуюся нейтронную звезду. Подобные звезды называют пульсарами. Пульсар вращается как прожектор морского маяка, создавая прерывистость видимого излучения, приходящего к нам отдельными импульсами. Эти сигналы имеют естественное происхождение, но очень похожи на те, которые мы ожидаем получить от разумных цивилизаций. Но не все звезды умирают подобным образом. Когда у менее массивных звезд, таких как наше Солнце, заканчиваются запасы водорода, они выгорают и сбрасывают свою внешнюю оболочку, из которой образуется планетарная туманность из пыли и газа. Другие звезды коллапсируют, становясь белыми карликами, заканчивающими свою жизнь, превратившись в холодный, безжизненный звездный шлак. Теперь они уже больше не могут поддерживать жизнь своих планет. Такая судьба постигнет и наше Солнце через 5 миллиардов лет. Вот уже 5 миллиардов лет Земля вращается вокруг Солнца, и мы можем рассчитывать еще на 5 миллиардов. Нас повсюду окружают элементы, сформировавшиеся в недрах давно умерших звезд. Они находятся в Земле, в воде и в воздухе. Солнечная энергия, кислородная атмосфера, жидкая вода и умеренные температуры создают идеальные условия для развития жизни. Телескопы ищут планеты, вращающиеся вокруг других звезд. Достоверно подтверждено существование нескольких сотен экзопланет. Однако большинство из них — это гигантские миры, такие же массивные, как Юпитер. Из-за ограничений доступных наблюдательных методов обнаружить небольшие планеты гораздо сложнее. Но мы считаем, что там, где смогли образоваться газовые гиганты, существуют и землеподобные миры. С помощью радиотелескопов мы осуществляем поиск искусственных сигналов из космоса. Сигналов, которые смогли бы подтвердить существование разумной жизни вне Земли. Проект по поиску внеземного разума, известный под аббревиатурой SETI, берет свое начало в 1960 году и продолжается по сей день. Исследования близлежащих звезд и радиоволн определенной длины зафиксировали много данных, но до сих пор нет неоспоримого доказательства существования внеземной жизни. Но поиск только начался и продолжается благодаря научно-исследовательским центрам и астрономам-любителям, проводящим наблюдения при помощи небольших радиотелескопов.
Свой вклад также вносит международная сеть добровольцев, предоставляющих свои компьютеры для анализа данных посредством интернета. Мы предполагаем, что в галактике существуют миллионы звезд, имеющих координаты, возраст и состав, подходящие для того, чтобы их окружали планеты, на которых смогла развиваться разумная жизнь. Возникает вопрос, почему мы до сих пор не обнаружили сигнал от этих внеземных цивилизаций? Возможно, нам нужно более чувствительное оборудование, или мы слушаем не на той частоте. Возможно, планета, подобная Земле, это очень редкое явление, и даже на окруженных жизнью мирах разумная жизнь возникает не так часто, как мы думаем. Возможно, разумная жизнь встречается часто, но не может существовать достаточно долго, чтобы оказаться обнаруженной в наше уникальное время и место. Возможно, внеземные цивилизации не ищут контакта с разумными существами из других миров или не достигли необходимого для этого уровня технического развития. Анализируя историю развития нашей цивилизации, можно сделать вывод, что каждая из этих теорий может быть правильной. Но в чем мы можем быть абсолютно уверены, так это в том, что поиск общения в космосе расскажет много нового о нас самих и нашем месте во Вселенной.